Предлагаем базовые правила и рекомендации, которые помогут улучшить зрение. Первое. Когда вы ходите на улицу, старайтесь больше смотреть вдаль, а не под ноги. Чем чаще вы проводите время за компьютером или смартфоном, глазные мышцы, фокусируя изображение, привыкают работать в узком диапазоне. Из-за этого у большинства людей происходит падение остроты зрения вдаль. Чтобы такого не было, тренируйте глаза чаще, смотря вдаль. Улица – отличное место для таких тренировок. Второе. Постарайтесь не менее чем за 2 часа до сна не смотреть на экран компьютера, телевизора или смартфона. Когда ваши глаза перенапряжены, мышцы зажаты, кровообращение затруднено и вы ложитесь спать, то вы фиксируете этот спазм, и это влияет на зрение. Сами подумайте, глаз перенапряжен, вы легли спать и закрыли веки. Напряжение не снято. Но если вы закончите работу раньше, то естественным образом глаза будут какое-то время в движении, и за счет этого микроспазмы уходят. А лучше всего сделать перед сном упражнение для глаз или помассажировать своими пальцами область над глазами и под глазами. Третье. Глазные мышцы, как и любые другие, от сильного напряжения устают и болят. Необходимо снижать уровень нагрузки, например, делая перерывы каждые 20-30 минут работы за компьютером. Давая глазам отдохнуть пару минут, можно избежать излишнего перенапряжения. Кстати, когда чувствуете сильную усталость в глазах, попробуйте промыть их теплой водой. Такое простое средство поможет снять давление и расслабить глазные мышцы. Четвертое. Нужно как можно меньше напрягать глаза при работе на компьютере или смартфоне. Используйте увеличенный размер шрифта. Используйте программы, у которых можно изменять размер букв интерфейса. В крайнем случае измените размер шрифта в самой системе вашего компьютера или смартфона. Сделайте все, чтобы глазам было комфортно, а вы не щурились. Пятое. При чтении с экрана монитора или смартфона рекомендуем снизить яркость. Таким образом снизится общая усталость глаз. В современных устройствах есть режим «Вечер». Включайте его даже если вам непривычно. Это сохранит ваши глаза. Шестое. Слизистая оболочка глаза страдает от чрезмерной сухости, если человек недостаточно моргает. Это негативно влияет на качество зрения, поэтому чаще моргайте. Седьмое. Делайте упражнения для глаз. Это особенно актуально для людей, работающих за компьютером. Существует множество различных вариантов упражнений для улучшения зрения. Например, полезные. Вращение глазными яблоками вверх-вниз, вправо-влево, восьмерками и так далее. Круговой массаж глаз через закрытые веки с легким надавливанием. Смещение зрительного фокуса с близкого расстояния на дальнее. А вообще есть много готовых комплексов, которые хорошо прорабатывают глазные мышцы. В описании под этим видео и вверху на вашем экране есть ссылка на плейлист с десятками подобных комплексов, которые мы подготовили специально для улучшения зрения. Восьмое. Существует ряд продуктов, употребление которых оказывает благотворное влияние на кровоснабжение сетчатки глаза. Это продукты, богатые витамином А с жирными омега-кислотами. Наиболее известны среди них морковь и черника, тыква, свекла, петрушка, шпинат, лук-порей. Пейте как можно чаще морковный сок, желательно каждый день. Для максимальной пользы добавляйте в него 1-2 капли оливкового масла. Для зрения также очень полезен витамин С. Витамин С в больших количествах находится в цитрусовых и красном сладком перце. Свежевыжатый сок из этих фруктов помогает улучшить зрение, поскольку аскорбиновая кислота поддерживает стабильную проницаемость капилляров в сетчатке глазного яблока. Из продуктов животного происхождения наиболее полезны морская рыба, творог, яичные желтки. Больше о продуктах, которые улучшают зрение, вы можете узнать из видео, ссылка на которое есть на вашем экране и в описании под этим видео. Девятое. Важно полноценно отдыхать, чтобы нормализовать поступление питательных веществ в сетчатку глаза. Ночной сон желателен не менее 8 часов. При этом лучше всего ложиться спать до наступления полуночи. Массаж шейно-воротниковой зоны. Серия сеансов массажа улучшит кровоснабжение, восстановит нормальную циркуляцию крови,
отток жидкостей. Доверить эту процедуру лучше профессионалу. 10. Если вы носите контактные линзы, будьте осторожны. Мы не советуем носить линзы больше положенного срока или через силу, чувствуя дискомфорт. Если линза раздражает слизистую, впивается в глаз, вызывает отек роговицы, все это может привести к серьезным проблемам. Особенно аккуратными стоит быть людям с чувствительными глазами, а также тем, кто работает за компьютерами в малопроветриваемых офисах с сухим воздухом. 11. Физические упражнения на верхнюю часть спины и трапеции. Это улучшает кровоснабжение, увеличивает уровень кислорода в крови и благотворно влияет на ваше зрение. Это могут быть отжимания от пола или на брусьях, и любые упражнения, где включаются в работу дельтовидные мышцы плеча и продольные мышцы спины. 12. Рекомендуем также игры, где глаза вынуждены интенсивно двигаться. Наиболее полезными для глаз считаются бадминтон, волейбол и теннис. Взгляд игрока устремлен на небольшой снаряд, а это позволяет тренировать глазные мышцы. 13. Откажитесь от вредных привычек, особенно курения, в том числе вайпинга и кальяна. Вещества, попадающие с курением в кровь, забивают мелкие капилляры и сосудики глаз. Установлено, что вещества в сигаретах провоцируют возникновение возрастной дегенерации желтого пятна, катаракты, воспаление сосудистой глазной оболочки. Табачный дым дополнительно раздражает глаза, вызывая синдром сухого глаза. Не курите и не находитесь рядом с теми, кто курит. 14. Защищайте глаза от избыточного ультрафиолета. Солнцезащитные очки – не просто модный аксессуар, а защита глаз от ультрафиолетового света. Излучение ультрафиолета в солнечный день способно повредить роговицу и хрусталик. В зоне высокого риска находятся люди, которые проводят много времени под прямым солнцем – фермеры, рыбаки, серферы и лыжники. В солнечную погоду важно носить солнцезащитные очки с поляризацией и уровнем защиты от излучения не менее 400. 15. Практикуйте пальминг. Это простое упражнение для расслабления глаз. Для этого потрите ладони, чтобы они нагрелись, или помойте их в горячей воде. Затем положите их на закрытые веки. Держите в таком положении руки, пока глаза не поглотят все тепло. Желательно повторять по 2 раза. Если будут вопросы, пишите в комментариях, и мы ответим.